Названы 10 машин, способные проехать 800 тысяч километров без особого ухода. Я согласен лишь с половиной списка. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наш телеграм-канал. Рейтинги надежности – вещь, мягко говоря, странная. С одной стороны, вроде бы полезны, с другой запросто могут увести в дебри самообмана. Представьте, открываешь такой список, видишь на первом месте какую-то сверхнадежную модель, вдохновляешься, идешь покупать, уже мысленно рисуя, как вы вместе стареете. А потом выясняется, что у этой легенды есть маленький нюанс. Да, она неубиваемая, но ремонт стоит как полмашины. И если ты все-таки попадешь на поломку, эта самая выносливость уже не сильно греет душу. Поэтому я, как правило, пролистываю подобные рейтинги. Особенно если они касаются американского рынка, где свои реалии, свои дороги и свои проблемы. Но иногда попадается нечто действительно любопытное. И вот с таким как раз хочу сегодня поделиться. Это не подборка автомобилей, которые 15 лет назад считались топами у страховщиков. Нет, речь пойдет о машинах, которые способны пройти свыше 800 тысяч километров. Да, именно 800 тысяч или 500 тысяч миль по версии американского портала Hot Cars. После пересчета на наши привычные километры получается аж 804 672 километра. Цифра внушительная. Забегая вперед, скажу, не со всеми пунктами рейтинга я согласен. Буду комментировать по ходу, потому что, как говорится, все познается в сравнении. Первой в списке оказалась Volvo 850. Крепкая шведская работяга из 90-х. Помимо седана можно было еще купить и универсал. А самое приятное, что выпускались еще и полноприводные версии. В Россию модель пришла в 1993 году. И я даже цены нашел, за которые ее в нашей стране тогда продавали. 140-сильную продавали за 19 700 долларов. 170-сильную за 22 200, а топовую с 225 силами за 24 700. На родине модель продавалась отлично, по 20-25 тысяч в год. И да, полностью согласен, машина достойна этого списка. Многие до сих пор живы и бодры. Следом идет Mercedes-Benz S-класса в 221 кузове. Вот тут уже начинается спорное. Машина сама по себе отличная, но все зависит от того, в каком она состоянии. Сейчас таких полно с пробегом за 300 тысяч, ремонтированных чем Бог послал. Пластиковые хомуты, китайские аналоги запчастей, проводка на изоленте – все это стандартная история. В теории миллион она пройти может, на практике удовольствие сомнительное. Lexus ES 350 в рейтинге оказался без указания года выпуска, а это важно. Можно купить экземпляр 2011 года, а можно 2023. Разница в ощущениях будет космической. В России чаще всего встречаются модели начала 2010-х, и пробеги у них приличные. Но как показывает практика, ресурс у них внушительный. Главное не пожалеть времени и денег на обслуживание. Хотя опять же на любителя. Lexus LS 400. Еще один японец из 90-х. Здоровенный, солидный, уже ставший классикой. В приморских краях они до сих пор на ходу, несмотря на возраст. И купить такую машину сейчас можно дешевле новой Гранты в минималке. Конечно, придется немного вложиться, но зато и удовольствие от вождения будет куда больше. А вот дальше по списку настоящий гость из прошлого. Mercedes-Benz в 124 кузове. Это уже не просто машина, а почти культовый символ. Да, надежный, да, легендарный. Но гнили они знатно. В центральной России найти живой V124 задача со звездочкой. В южных регионах шансов больше, но и там приходится быть начеку. Состояние – главный критерий. Дальше идет Acura TLX. Неожиданно современный вариант. Машина с 2014 года до сих пор выпускается, но на российском рынке редкость. На всю страну пару десятков объявлений. Цены от 2 миллионов, чаще всего за 2014 год. Хорошая машина, мощный двигатель, но все это больше похоже на игрушку для энтузиастов, чем на массовое решение. Практичность не ее сильная сторона. Mercedes-Benz V123. Еще один динозавр и снова с заслуженной репутацией.
Был случай, когда греческий таксист накатал на таком больше 4 миллионов 600 тысяч километров, и компания Mercedes подарила ему новый. Миф? Нет. Правда жизни. Но сейчас, спустя почти полвека, купить такой автомобиль значит сознательно идти на сделку с ретро-дьяволом. Примерно 70 объявлений по стране, и это скорее дань ностальгии. Lexus ES 350. Спортивная версия от японцев. Автомобиль скорее нишевый, чем народный. Мощный, стильный, но абсолютно не универсальный. Пробеги у них очень разные. Цены скачут от 1 миллиона 700 тысяч до 6 миллионов рублей. Надежность, да, есть. А вот практичность – вопрос открытый. Особенно если сравнивать с чем-то более семейным. Финальные позиции в рейтинге заняли сразу две модели – Lexus LX и Toyota Land Cruiser. По сути, это один и тот же автомобиль с разными бейджами. Мощные, выносливые, неприхотливые, вопросов к ним нет. Но массовыми их не назовешь. Во-первых, стоят дорого. Во-вторых, содержать такую машину в городе – сомнительное удовольствие. Это как покупать гибрид ради экономии, но платить за него 1,5 миллиона. Парадокс. Тоже и с крузаком. Кто может себе его позволить, тому экономия особо не нужна. Вот такой вот рейтинг получился. Они уже проехали свои 800 тысяч километров. И теперь со скрученным пробегом, если их купить, то надо будет вложить много сил и средств, чтобы они еще ездили. Возникает вопрос, а где Chery в списке? И другие крутые современные китайские марки. Чанган, Хавейл, где? У моего друга Логан есть. Он на нем проехал 600 тысяч. 2006 год. За последние 5 лет владения замена масла каждые 7 тысяч и расходники по ходовой. Думаю, все зависит от манеры езды и от того, как обслуживаешь авто, и от среды эксплуатации. В список можно было бы добавить еще таксишные Polo и Solaris. Рейтинг в целом нужно дорабатывать. Если Volvo, то не 850, а 940. Они реально ходили по миллиону. Если Mercedes-Benz S-класса, то конечно же 140, а 220 и все предыдущие не пройдут 800 тысяч. 300 тысяч пробега – это максимум. Потом мучения с электрикой. Руки прочь от 124 и 123. Они гниют только потому, что кривые рукоблуды не умеют ремонтировать машины. Если машина не аварийная, то я отвечаю, что любая проедет миллион. Lexus 90-х все по делу. Рейтинг без Audi 80 бочки – это не рейтинг. Рейтинг без гольфа дизельного тоже не рейтинг. Реальные миллионники. А куда они дели такие чудеса техники, как Geländewagen, Discovery, Крузак, Pajero? В список можно добавить еще BMW 525, 325, Ford Scorpio, Mark II, Subaru Outback. У друга 123 Mercedes прошел ровно 1 миллион. И все, сдох. Сгнил так, что асфальт через пол видно. Он сделал ему капремонт, заменил двигатель ТНВД, полностью переварил кузов, перекрасил и продал за половину того, что хотел. Правда, новый хозяин за кузов взялся по-своему. Опять переварил, усилил, перекрасил, новые колеса, сабвуфер, заменил салон, поставил новую коробку. Фанат марки, видимо. Доволен страшно. Прокатал меня на максимальной скорости. Машина шепчет на дороге. Салон в цветастой коже люкс. Музыка льется из всех углов. Что сказать, позаботился. Вот такой рейтинг получился, согласны с ним? Или считаете все это натянутым на глобус? Может, у кого-то был личный опыт с этими моделями? Напишите в комментариях, будет интересно почитать. Ну и обещанная мною шутка. Твои будущие врачи используют ChatGPT, чтобы сдать экзамены. Так что лучше займись здоровым питанием. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка в описании.